Я в таком ахуе был, когда увидел, насколько, оказывается, плохо может быть сделана работа человеком, который в геймдеве уже около 10 лет. Но обо всем по порядку. Сегодня я раскидываю вам о небольшом конфликте, который недавно произошел, а также, что на самом деле создать локацию для хоррора это трудно, и покажу наглядно, как стоит делать, а как нет. Плюс поговорим про навыки, которые вам жизненно необходимы для того, чтобы вообще быть хоть немного конкурентоспособным в геймдеве. Итак, что вообще произошло? Как я сказал ранее, произошли терки. Если вы интересуетесь геймдевом уже давно, то наверняка натыкались на такого блогера, как Арталаски. Если вы же не вдупляете, кто это, ну, то это чувачок, который уже около 10 лет рассказывает про геймдев. Я лично подписан на него уже очень давно, и вот буквально недавно он дропнул ролик «Делаю хоррор-игру с нейросетями за $500», и мне лично стало очень интересно, что такого может намутить человек, у которого большой опыт в индустрии. И как я думал, что он покажет более-менее достойный результат, как оказалось, говно он нам показал. Позже я обязательно вам все покажу, а пока к конфликту. У себя в телеге я дропнул скрины его Локи и написал пост о том, что ебать колотить, почему он выпустил такое дерьмище в свет. Так мало того, он еще это и в Steam выложил. Я уважаю Дэна, он делает хорошие 3D модельки, плюс прикольный пиксель-арт. Смотрел его контент много раз, и поэтому я очень сильно удивился, что он выкатил такой кал. Денчик, если ты это смотришь, знай, что мы все равно тебя уважаем и любим, но такое говно больше не делай. Пожалуйста, у тебя 250к подписчиков, все-таки как-никак. Ты же не Шкила, который месяц назад Юньку открыл, ей-богу. Не все подписчики меня поняли, но кто-то все-таки был на моей стороне, и мы начали спорить жестко. Кто-то сказал, что это чисто для ролика. Я в ответ пишу, что это уже как бы, страничка в Стиме есть, дядя. Мы все вместе охуеваем. И вдруг один из братанчиков вкидывает: жду, чтоб Абрамс переделал эту локацию так, как надо. А остальные давай, сука, лайкать. Крысы. Ну, а я-то шо? Не буду же я пиздеть без дела. Поэтому и решил создать локацию Арталаски так, как вижу ее я, используя его концепт и структуру. Собственно, вот так и родился ролик. Давайте немного про идею. Чат ЖПТ предложил Арталаске идею с переписью населения, где главный герой должен провести эту же перепись, но, как оказывается, город давно заброшен, а его жители не вдупляют, что они все мертвы. Окей, ладно. Далее немного про структуру. У Денчика она такая: главная дорога, где появляется ГГ рядом с машиной, осматривает там местность, пиздохает там к спуску вниз, внизу его ждет ров, который нужно обойти и добраться, собственно говоря, до туннеля, чтобы там двигаться дальше. Вот по такой структуре я и буду строить локу. И ради чистоты эксперимента я юзаю тот же основной ассет, который использовал Арталаски. Деревья и трава у меня те же, что и у него. Плюс, еще буквально 2 набора, один из которых это бесплатный вот этот, а второй это камушки, но не думаю, что это проблема. Я сейчас немного расскажу про то, как я начинал строить локацию. А после буду затирать уже про то, что вам потребуется для того, чтобы быть конкурентоспособным в индустрии. Стоп. Вы же все, как и я, делаете игры и планируете их делать, я же прав? А хотите получать каждый месяц по 1 или 2 набора моделей для ваших игр и больше дополнительного контента? К примеру, гайд о том, как напрямую оплатить взнос за слот в Стиме из РФ. Или 10 крутых фишек геймдизайна за пару минут. Тогда залетайте на мой бусти. В этом месяце я планирую раздать наборчики с пропсами и оружием для хорроров, а также набор с заброшенной детской площадкой. И все это по стоимости пачки чипсяриков. Ссылочка где? В описании. А мы продолжаем. Наверное, вы подумали, что я начал продумывать основной концепт, выстраивать схему локации, подбирать кучу референсов. Нет. Я просто сел и начал лепить из головы, так как общая картина у меня создалась еще при просмотре ролика Арталаски. Поймите, иногда не нужно забивать себе мозг лишней информацией, а нужно просто сесть в тупую и начать делать. Вот запомните это. Место действия у нас будет лес, так как Денчик хотел открытую местность, которая будет давить на игрока своими размерами. Естественно, я расставил на локации ориентиры для игрока, ведь без них никуда. А дальше все. Я просто сидел и делал, поэтому сейчас о важном. Итак, после споров о локации, мы с подписчиками начали спорить о том, что за такой большой срок у человека была обязана сформироваться насмотренность и появиться опыт в смежных направлениях. Как оказалось, нет. Да и не все считают, что развиваться в нескольких аспектах разработки это норм. К примеру, если вы делаете пиксель-арт, то зачем вам знать 3D-моделирование? Вроде же логично, но есть... Но все зависит от того, какую цель вы преследуете. Если ваша цель просто работать в индустрии, то,
ну ок. Можете дрочить одно направление. А если ваша цель делать игры, развиваться, этом строить свою компанию, то уж извините, но одним направлением вам не обойтись, блин. Запомните одну фразу. Работа в геймдеве не делает из вас разработчика игр. Тяжело будет это осознать, но те, кто поймет смысл, уже будут на полпути. Вообще, если быть честным, даже если ваша цель просто работать, то дрочить только одно направление — это путь в один конец, ибо вас будут ебать те, кто, предположим, будет шарить еще и за другие аспекты. Почему вам необходимо развиваться во многих направлениях, если вы планируете делать игры и развивать это? Задайте себе вопрос. Что лучше? Сделать игру, где охуенные 3D модели, но все остальное, а именно левел дизайн, гейм дизайн, звуки, UI, механики, оптимизация, нарратив, тотальное говно. Или сделать среднячок во всем, с небольшим уклоном в вашу сильную сторону. А? Кажется, ответ очевиден. Среднячок хоть и среднячок, но он будет намного лучше играться, нежели тотальное говно, но с крутыми модельками. И запомните, я это говорю не про тех, кто хочет просто работать в индустрии в какой-то студии, а про тех, кто хочет создать свою игру, заработать на ней, там, построить, может быть, компанию, нанять себе людей. Но есть нюанс. Время, которое вы должны будете потратить на изучение многих аспектов, огромное. Это, лет 6 минимум. Давайте рассмотрим на моем примере. Я начал увлекаться геймдевом примерно в 13 лет. Создавал ли я тогда что-то прикольное? Естественно, нет. Я просто ковырялся в движке, какие-то локации там делал, что-то пытался с механиками ковырять. Естественно, это были все детские шалости. Но опыт я все равно лутал, хоть и мизерный. Лет в 15 я полностью переключился на YouTube. Начал снимать летсплейчики, прокачивать свой скилл в фотошопе, монтаже, съемке, звуки и, так далее. Лет в 16-17 я начал жестко постигать маркетинг. Мне прям заходило, правда. И в это же время я работал менеджером у некоторых блогеров, что тоже давало свои плоды. И примерно лет в 18 я вышел на новую ступень. Меня пригласили на работу в сеть школ по изучению инглиша. Изначально меня наняли как чувачка, который управляет их ютубчиком. Впоследствии я стал директором по маркетингу всей вообще сети. А тогда у нас было покрыто примерно 3 или 5 городов. Я не помню, честно. К слову, проработал я там недолго, около года, так как, была пиздецки огромная нагрузка, я еще и учусь, так что мы попрощались, от меня слишком много требовали, я не вывозил, потому что я школьник, блять, извините меня, плюс от меня еще и полная занятость требовалась. За все эти года, с 13 до 18 лет, я периодически возвращался к разработке игр, что-то там ковырял, геймдизайн изучал, левел дизайн, уроки какие-то смотрел на ютубчике и всякое и прочие направления. Короче, было много чего, но толку ноль. Игры я так и не выпустил. И в 19 лет меня клюнуло в жопу, и я решил открыть свой бизнес. Вышло это чисто случайно. Я увидел тренд на неоновые маски и подумал, давай. Только маски не пошли от слова совсем. Но зато однажды появился запрос на неоновую вывеску из гибкого неона, а я в душе не ебу, что это за вывески такие неоновые и как их делать. Но согласился, потому что не хотел упускать прибыль, да и плюс возможность попробовать что-то новенькое. Позже, конечно же, естественно, я обосрался и пришлось вернуть все бабки. Но прошарил, что в этом есть потенциал, и давай разбираться, как делать эти сраные вывески. 4 или 5 раз меня ебашило током. Столько было попыток и взорванных розеток, что убиться можно, ведь я, за электрику вообще не шарил. Пришлось разбираться, потихоньку учиться чему-то новому, учиться паять и так далее, этому все подобное. И по итогу я с нуля вырос до одного из самых крупных игроков на ру-рынке, открыл ИПшку, нанимал сотрудников, где и получил свой опыт управления персоналом. И понимаете, в чем секрет? Я прошел все сам с самого нуля и знаю, как сделать все от А до Я. Мне не нужен был Вася, чтобы сделать вывеску. Я могу ее сделать полностью сам, причем любой сложности. Мне не нужна была Маша, чтобы общаться с клиентами. Я мог это сделать сам, причем весьма хорошо. Не нужен был Коля, чтобы настраивать таргетинговую рекламу, а также не нужен был фотограф, чтобы фоткать и снимать прикольные ролики. Потому что у меня уже был опыт работы с камерой и обработкой фоток от того же ютубчика. У меня во всем этом уже был какой-то опыт, и поэтому они мне были не нужны. У меня они были. У меня была Маша, которая отвечала за клиентов. У меня был директор. У меня были мастера, которые делали вывески. Но я все это мог сделать сам. И я иногда это и делал сам, чтобы не терять навык. Просто потому что, нужно. И понимаете, к чему я клоню? Если бы я изначально не шарил за маркетинг, дизайн и так далее, я бы обосрался. Вы купаете? Как бы мне помогло открыть бизнес то, что я топовый монтажер, к примеру.
Ну никак. Мне в любом случае пришлось бы постигать новые отрасли, чтобы расти. Вот так же и в геймдеве. Потом постепенно я начал отходить отдел с неоном, так как надоело, и начал уже двигаться в геймдев направлении. Выпустил игрульку на мобилке наконец-таки. Конечно, говно, но выпустил. Через годик второй постепенно учил 3D моделирование, учил основу левел геймдизайна, ну и так далее. Вот эту всю лабуду. Потом вообще закрыл бизнес, хотя мог его, сука, блять, продать. У меня был покупатель, но я отказался, и через месяца 8 я просто закрыл его. Так как что-то случилось. А после вообще ушел на максимально условный фриланс. Я много чего не расскажу о том, как я изучал музыку, о том, как я изучал сценаристику, режиссуру и так далее. Потому что, видео получилось бы очень длинным. А теперь к главному. Сейчас мне 26 лет. Я считаю, что у меня достаточно, неплохой такой опыт во многих областях. И, естественно, я не эксперт в них. Но базовые знания очень сильно мне помогают по жизни. И теперь весь этот опыт я могу применить в геймдеве. Хотя, заметьте, самого геймдева в истории не так уж и много. Если ваша цель больше, чем просто обычный трудяга на ЗПшке, и вы хотите открыть собственную компанию, или дорасти до каких-то высоких должностей, и неважно, будете ли вы делать игры или продавать крафтовые носки, вы должны запомнить, что знаний в одной области вам будет недостаточно. В любом случае придется учить что-то новое, и это нормально. Мы всю жизнь учимся чему-то новому. А теперь имаджинируйте мое ебало, когда я увидел это. Это скрины локации Арта Ласки. Если хотите глянуть его видео, ссылочка в описании. Вот у меня в голове не уложилось, как человек с опытом в 10 лет, блядь, получается, вот как и у меня, может выкатить такой говях. Я не понимаю, это последствия того, что Денчик учил что-то одно и не развивался больше нигде, или что? Дэн, братан, объясни, пожалуйста, почему так плохо? Я не хейчу, я не наезжаю, мне искренне непонятно, как так вышло, что ты не видишь, что это даже не локация, а страничка в Стиме. Как вообще человек, который рассказывает про геймдев, может позволить себе выкатить вот такую страничку? Блять, это позор, это позор. Я не принимаю ответ в духе: он не парился, он создал всего за 3 дня. А знаете почему? Потому что я создал свою локацию за 4, сука, с половиной часа. Плюс еще 2 часа ушло у меня на звуки и всякую мелочь. Итого, даже если мы возьмем время на покушаться, на туалет и на всякую другую лабуду, у меня ушло на все про все меньше 10 часов. А теперь чекайте, что у меня вышло. Блять, ну и нахуй я сюда пришел. Сука, еще и связи нет. Нужно добраться до маяка, возможно, там будет сигнал получше. Да, давай, наебнуться еще со старой дряхлой лестницы не хватает.
Естественно, тут даже и не пахнет нарративной подоплекой, повествованием через левел дизайн и так далее. Если бы я делал эту локу для игры, она была вообще другой и очень сильно видоизменилась, потому что, ну, это собрано одной рукой на одном дыхании, вот и думайте теперь. Перед вами сейчас два примера. Первый — это Денчик, человек, который, судя по всему, развивался плюс-минус в одном направлении, и у него действительно хорошие работы в 3D и арте. И второй — это я. Человек, который развивался в куче разных направлений. Да, я не претендую на профессионализм, и я смело могу сказать, что в большинстве этих направлений я, ну, среднячок, типа такой крепкий, хороший среднячок. Где-то, конечно, пожестче, где-то поменьше, где-то, прям, ну, у меня действительно есть хороший скилл. Но результат перед вами. Поэтому развивайтесь во всех направлениях, а также в маркетинге, чтобы вы понимали все, ну, хотя бы на базовом уровне. Иначе тут никак, и успеха у вас не будет. Надеюсь, вам был понятен мой спич, ибо букв много, а смысл один. Если у вас много опыта в разных смежных сферах, вы с большей вероятностью создадите что-то более качественное. Поэтому, пока вы молодые, учите все. Все, что вам интересно, даже если это не связано с геймдевом. Потом сами себе спасибо скажете, правда. И не забывайте переходить в нашу телегу, там, как вы поняли, мы частенько что-то обсуждаем и спорим, а также даем советы по разработке. Не забываем лутать ассетики и дополнительный контент на Бусти, ссылочка на который в описании. Как наберем на Бусти 25 подписчиков, дропну ролик про 3D бупсы и булочки. А с вами был Никитка Абрамс, пока.